Добрый день всем неравнодушным к турецкой выпечке. Сегодня мы с вами испечем очень вкусный чизкейк пахлава. Сочная начинка, хрустящая корочка, орешки. Все это создаст вам настоящую феерию вкуса. Ну что ж, давайте начинать. Прежде всего вам необходимо сварить сироп, которым мы будем поливать пахлаву. Для этого мы возьмем воду, добавим в нее сахар, а также несколько капелек лимонного сока и поставим закипать. После того, как сироп закипит, его необходимо накрыть крышкой и так варить минут 10-15 на медленном огне. Для приготовления пахлавы нам понадобятся грецкие орехи, растопленное сливочное масло и готовое тесто. Это тесто фила, оно у нас здесь в Турции продается в любом маркете, но я думаю, что и у вас уже тоже оно появилось. Так как я буду выпекать чизкейк в разъемной форме, мне необходимо на 2 сантиметра меньше вырезать кружок. Ножом я намечаю этот кружок на самом тесте и впоследствии я вырежу его ножницами. А почему на 2 сантиметра я делаю меньше, чем диаметр самой формы? Это для того, чтобы потом уже подготовленную часть пахлавы я смогла аккуратненько поместить внутри испеченного чизкейка. Вот таким образом, нанеся рисунок на самом тесте, аккуратненько я его вырезаю ножницами. Но и остаток теста я тоже впоследствии буду использовать. А перед тем, как я его буду использовать, нужно будет положить его в полиэтиленовый пакет, для того, чтобы тесто не засохло, либо под влажную тряпочку. Теперь мы берем лист бумаги для выпечки и на нем формируем часть для внутренней пахлавы. То есть мы этой крышечкой накроем сам чизкейк и будем выпекать. Таким образом мы берем каждый сочень, каждый кусочек теста, смазываем растопленным сливочным маслом и через несколько пластиков теста пересыпаем грецкими орехами. Если вы любите, чтобы орехов было очень много, вы можете посыпать ими каждый слой теста. Это не возбраняется. Самое главное, знайте, что после того, как все слои у вас закончатся, нужно будет это тесто поместить в холодильник и хорошенечко остудить, то есть где-то на 1 час. Если у вас нет времени, хотите побыстрее, то тогда нужно будет эту часть теста положить в морозилку. Она заморозится, соответственно, быстрее. Не забывайте прижимать пластики теста руками, для того, чтобы они хорошо между собой соединились, чтобы все было ровненько до самого конца. Еще раз повторюсь, у меня здесь где-то 20 или 24 пластика теста. И это уже на ваш выбор. Хотите, сделайте больше, хотите, сделайте меньше. И не забудьте поместить в холодильник для того, чтобы тесто хорошенечко охладилось, так как впоследствии мы потом будем нарезать его на сектора. Пока охлаждается само тесто для пахлавы, я подготовила форму, а именно я ее обернула алюминиевой фольгой и все внутри аккуратненько смазала сливочным маслом растопленным. Это делается для того, чтобы потом мне было легче внутри размещать оставшееся тесто фила. После того,
как вы подготовили форму, смазали ее сливочным маслом растопленным, нужно будет в нее аккуратненько помещать вот эти тонкие слои теста. Каждый слой теста необходимо тоже смазывать растопленным сливочным маслом, для того, чтобы эти слои между собой соединились и чтобы они не засохли. Так как это тесто раскатано очень тонко, оно очень быстро сохнет. Вот посмотрите, как я делаю и как я это тесто размещаю внутри формы. Ничего страшного, что где-то уголочки будут короткие, где-то уголочки будут длиннее. Даже если тесто немного порвется, ничего страшного, на вкусе чизкейка это никак не отразится. Даже если кусочки теста будут выходить немного за форму, это тоже ничего страшного, потому что впоследствии вы их аккуратненько обрежете. Ну и, соответственно, не забывайте пересыпать орехами слои этого теста и также немножко добавляйте сахара, но не переборщите, так как оно будет находиться внутри, мы не сможем туда залить сладкий сироп. Поэтому я немножечко присыпала орешки сахаром, чтобы нижняя часть теста тоже была сладкая, чтобы она не была пресная под чизкейком. И вот таким образом вы делаете форму для будущего чизкейка. Еще раз повторюсь, если вы хотите, чтобы у вас слои теста были очень тоненькие, то не используйте столько теста, как я. Я захотела, чтобы сам низ теста тоже был приличненький, толстенький, чтобы все-таки эта пахлава была пахлава. Соответственно, я не считала, сколько у меня получилось внутри слоев, но еще раз повторюсь, я использовала 24 листа готовой не бумаги, а готового теста фила. И их размер где-то приблизительно 30 на 40 сантиметров, чтобы вы тоже знали размер готового теста. После того, как вы все тесто хорошенечко разместите в форме, его нужно будет поместить в духовочку при температуре 180 градусов и аккуратно выпекать. Смотрите, чтобы оно не подгорело, ничего вовнутрь насыпать не нужно, это тесто не деформируется. И выпекайте до красивого золотистого цвета. Пока подготовленная нами форма из теста фила будет выпекаться в духовке, мы приготовим основу для чизкейка. Я использовала лабни сыр, который продается у нас здесь в Турции. Добавляем туда сахар и аккуратно все перемешиваем венчиком. Также это все можно было перемешать и миксером на очень медленных оборотах, но я решила вам показать, как это можно будет сделать вручную. Взбивать данную массу не нужно, потому что добавляются такие продукты, которые могут рассадить данную массу на жирную и на водную основу. Поэтому все перемешивается вручную аккуратно. Яйца вводятся по одному. Каждый раз после того, как вы ввели яйцо, нужно будет аккуратненько все это перемешать венчиком. Следите, чтобы яйцо внутри чизкейка этой массы хорошо разбилось, чтобы все продукты между собой хорошо соединились. Это очень и очень важно, чтобы потом, когда испеченный чизкейк был готов, в нем не плавал не разбившийся желток. А теперь добавляем сюда отвешенный йогурт греческий. Можно будет добавить не йогурт, а сливки. Это тоже уже на ваше усмотрение. В качестве загустителя в чизкейке я использую муку и кукурузный крахмал. Все это аккуратненько добавляем. Кроме этого, для того, чтобы придать приятный аромат чизкейку, я добавляю ванилин. В данном случае у меня
ванильный сахар. Все это аккуратненько перемешиваем, чтобы не было комочков от муки. У вас получится довольно-таки густая масса. Вот посмотрите, как она выглядит. Ну и, соответственно, последней изюминкой в чизкейке это будет лимонный сок. Он балансирует сладость и придает очень пикантный вкус. Но лимонного сока не переборщите. Все количества ингредиентов будут прописаны под видео. Не забывайте спуститься и прочитать. Аккуратненько все перемешиваем, чтобы все продукты между собой соединились. Итак, вот оно тесто, о котором я вам говорила. Оно довольно-таки подзамерзло, стало тверденьким. Теперь его легко разрезать на сектора. Сектора вы можете нарезать как вам нравится, либо это будут очень большие, либо это будут сектора потоньше. Я разделила на 4 части, затем еще раз на 4 и еще раз на 4. То есть у меня где-то в общей сложности получилось около 12 секторов. После этого нужно будет аккуратненько сдвинуть данное тесто, пока оно еще твердое, замерзшее, на досточку. И далее в видео вы увидите, как я перекладываю поверх чизкейка. Итак, форма для чизкейка у меня запеклась. Посмотрите, какая она румяная. В нее мы помещаем массу для чизкейка. Вот так, аккуратненько. Сверху помещаем крышечку из подготовленной пахлавы. Еще раз повторюсь, орешки могут быть любые. Любите фисташки, используйте фисташки, любите фундук, используйте фундук, также и земляной орех. И, как я говорила, можно даже использовать кокосовую стружку. Аккуратненько эту крышечку разместите на чизкейке. И затем нужно будет поставить запекаться в духовку при 160-165 градусов на 1 час до румяной корочки. После того, как немного остынет ваш чизкейк пахлава, нужно будет все вот это вот лишнее срезать. Это делается все очень просто и быстро. Все лишнее тесто убираете и формируете красивый ровненький край. Если понадобится, можете даже использовать щеточку, кисточку, либо это все руками убираете. Затем заранее подготовленный сироп проливаете полностью по всей поверхности чизкейка пахлавы. Аккуратненько смотрите, чтобы пропитать даже бока, так как они уже будут прорезаны, и в них очень легко будет залить сироп. Вот такая красота получается. Аромат невероятный. Посмотрите, как блестят верхние слои. Отрежу, конечно же, кусочек, потому что вам очень будет интересно посмотреть, что внутри, как выглядит чизкейк пахлава внутри. Посмотрите, между двумя слоями очень вкусной пахлавы находится сочный чизкейк. Вот такая красота и вкуснота получится у вас, если вы повторите все точно так же, как делала я. Перед подачей вы можете посыпать ваш чизкейк пахлаву фисташками, либо другими орехами, которые у вас есть. Украсьте свое блюдо.
Оно будет очень прекрасно смотреться на праздничном столе. Вот и все, что у нас с вами сегодня получилось. Это очень необычный рецепт, очень вкусный. Я советую вам его приготовить. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите под видео. Я буду рада вам на них ответить и подсказать. Я благодарю вас за то, что время вы провели вместе со мной. До новых скорых